Здравия вам и роду вашему, други мои. Я Славолюб Палан Богач, духовный и телесный целитель, основатель школы исцеления жизни. Сегодня мы продолжаем наш разговор о влюбленности и принятии. Встречи и работа с самыми разными людьми, обращающимися ко мне за помощью, дискуссии на моих тренингах, общение в соцсетях привели к этим рассуждениям, которые открывают разнообразные подсказки для многих людей в тех или иных ситуациях. Давайте же продолжим рассуждать о процессе и механике, имеется в виду энергетическая и духовная механика влюбленности. Про механизм обмена энергиями между чакрами мужчины и женщины я снял отдельное видео. Это глава из моей книги «Введение в любомудрие. Теория и практика любви». Его вы можете посмотреть у меня на канале. А сегодня мы поговорим о том, что происходит на духовном уровне в связи с влюбленностью. При раздумывании на эту тему многие люди сразу соглашаются с приведенными ранее мыслями. Ранее, то бишь в прошлом видео. Другие же не сразу хотят принять эти выводы, но это и к лучшему. Несмотря на то, что движет этими людьми реальные аргументы или же просто затаенные страхи и обиды, они заставляют все глубже осмысливать эту тему. Вернемся же к ранее озвученному. Да, влюбленность – пламя, которое загорается от искры, проскочившей между двумя душами, которые почувствовали какие-то общие темы, мысли, взгляды, особенности видения жизни и продвижения по ней. Эту искру мы называем симпатией. Привлекает, нравится, импонирует. Эта искра может и не перерасти в пламя влюбленности. От чего это зависит? От меры желания двух душ? От того, насколько хотят двое тепла, внимания, обмена тем, что имеется. Опыт, знания, чувства, переживания. И вот если ряд этих условий соблюдается, загорается пламя влюбленности, которое может перерасти в огонь любви. А может так как-то затухать, возгораться, периодами обжигая душу и принося страдания и разочарования. Если же человек открывается этому пламени, то боги благословляют небесным огнем любви. В душу приходят матушка Леля и батька Палель, вслед за которыми идут Купайла и Купава, неся те или иные силы Лады и Сварога. Тут возникает сразу ряд вопросов. Влюбленности может быть много, а жить, конечно же, гармоничнее всего с одним человеком, ибо всякие рассуждения о полигамии утихают с увеличением количества детей. Да, мужчина может рассуждать о нормальности наличия многих женщин с одним сыном. Но как он собирается смотреть своим предкам в глаза, когда они спросят его: почему ты не дал нам возможность проявиться, родиться, прийти на землю матушку в твоих детях? Почему он так много пользовался родовыми силами, а не приумножил их в детях своих? И вот когда у него хотя бы четверо, а это наименьшее количество детей как дань роду своему, то при наличии у него чувства ответственности перед родом, детьми и любимой, а ответственность это одно из главнейших качеств мужчин, размышления о всякой там полигамии у него сразу выветривается. Ибо он знает, что должен обеспечить и детей, и любимых. Причем обеспечить не только материально, а и духовно. То есть своим вниманием, временем, силами, знаниями. Поэтому любовь и влюбленность – это благословение богов, которым нужно уметь грамотно, со здравым смыслом распорядиться. И с каждым новым таким опытом нужно вознести благодарность богам и постараться поступить на более высоком уровне, наполняя этим огнем любви, высшие сферы деятельности своей, а не заботясь только о своем телесном наслаждении. Далее мы вспоминаем, что есть такие люди, которых называют ловеласы, блудники
и так далее. Среди них есть те, что бегают только за телесным наслаждением, а есть те, что действительно влюбляются или как минимум влюбляют в себя по много раз. Как первые, так и вторые очень часто просто боятся любви, длительной, настоящей, боятся стать беспомощными и зависимыми от отношений, но постоянно используют состояние влюбленности для получения наслаждения телесного. Они на какой-то момент открывают свою душу, создавая видимость открытости. И находят ту ноту, ту струну, которая играет в унисон с другой душой. Или же подстраивают звучание своей души под звучание другого человека. Но пребывать постоянно в этом состоянии неприродно, неестественно все время быть кем-то, а не собой. Соответственно, получив требуемое наслаждение от уже раскрытой души, они убегают, в лучшем случае смоделировав программу сворачивания вспыхнувшего чувства. В результате оставляют разочарованных любимых, а сами копят страх быть любимыми. Поэтому обычно эти люди так никогда и не могут сотворить гармонических отношений. Хотя какая-то часть из них благополучно женится, но потом накопленный багаж приходится тянуть дальше за собой. И вот часть из них продолжает по-тихому или не очень по-тихому свою деятельность, а другая часть, понимая, что уже другая жизнь, накладывает табу, таким образом обычно закрываясь вообще от любви. Ну, как будто природно, естественно, получать любовь только от жены. Да и с женой вопрос, насколько от нее они получают любовь. Ибо накопленный страх получать любовь дает свой результат. И вот тут-то как раз и может поступить помощь от богов родных, благословением, влюбленностью, которая разрушает надуманное табу. Ведающий человек руководствуется знанием, разумом и душой, а не запретом. А семейный человек всегда ощущает, что приумножит счастье жены или мужа и руководствуется этим, ибо счастье любимой дает счастье ему и наоборот. Влюбленность сразу снимает страх быть любимым. Но полностью ли? Конечно, нет. С одной стороны, человек открывается и часто открывается для всего мира. Однако, если страх любви еще не весь сгорел в сердце человека, то есть большая вероятность того, что он не будет получать уже так желаемого внимания, тепла, любви. Если человек ведет осмысленный, осознанный способ жизни и задумывается о происходящем, то может благоприятно использовать эту влюбленность для избавления себя от страха в любви, внимания, принятия, нежности и наблюдать изменения во всех сферах своей жизни. Он будет видеть, как и в семье его жена начинает больше уделять ему внимания. И в работе люди начинают откликаться на его желания и потребности. И от общения с объектом своей влюбленности он будет получать максимум возможного, не зацикливаясь на телесных наслаждениях. Ибо те, что принимают телесное наслаждение за первичное, потом горько плачут, наталкиваясь на стену скуки, разочарования и вины. А ключевое слово в этом всем является внимание. Есть люди, не нуждающимися во внимании. Но почему они не нуждаются во внимании других? Может, они просто боятся внимания? Ощущают себя неполноценными? А есть те, что стараются притянуть к себе внимание всех людей вокруг себя самыми разными методами. Вот они-то обычно и являются притягивающими внимание, привлекательными. Но для чего им нужно внимание других? Может, они чувствуют себя тоже неполноценными? Очень часто, получая это внимание, его не ценят, тем заслуживая критику и осуждения людей. Они используют это внимание только для того, чтобы почувствовать свою значимость, свою ценность, поднять свою самооценку. Тогда, почувствовав это внимание,
тут же переключаются на других людей, чтобы снова и снова подтверждать свою ценность. В этом движении они все-таки не получают истинного наслаждения. Они, опять же, не разрешают себе почувствовать истинную ценность себя, которую могут почувствовать лишь от любимых людей. От людей, что по-настоящему ценят и любят их, уважают. То есть они тоже просто боятся любви, боятся довериться, доверить себя в руки любящего человека. Избавиться нужно и от страха внимания, и от страха быть без внимания. Открыть сердце свое, ощутить любовь к себе, уважение к себе на всех уровнях. Довериться себе, своей душе и богам, Вселенной, частью которой есть каждый из нас. И тогда в сердце возникает уважение и ко всем окружающим. Тогда мы начинаем раскрывать в сердце своем ощущение единства с каждым человеком, с каждым живым существом, со всей Вселенной. И чем больше будет раскрываться ощущение единства со всем, тем больше мы будем ощущать интерес ко всему окружающему миру. И ощущение симпатии, которое разгорается состоянием влюбленности в весь мир, в жизнь, в Вселенную, в себя и во всех. И тогда вы обретаете состояние вечной влюбленности. Это фрагмент из моей новой книги, над которой работаю сейчас. А книга «Введение в любомудрие. Теория и практика любви» доступна вашему вниманию по ссылке. И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. Если что-то не приносит наслаждения, то значит надо узнать, что происходит не так. И это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть в наслаждении. Живите в любви. А для того, чтобы быть в курсе тех материалов, которых нету в соцсетях и на ютубе, ибо многое блокируется и удаляется, переходите по ссылке в описании или здесь и присоединяйтесь к нашему закрытому телеграм-каналу. Милости прошу к нашему шалашу. Живите в любви. Будьте в наслаждении.